Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте, рад видеть и слышать. Александр, начать, наверное, придется с ударов по ТЦК. В общем, действительно очень важная компонента. Причем вроде как ТЦК, вроде и военная, и гражданская цель одновременно. Многие говорят о том, что, в общем, когда крики доносятся о том, что ТЦКшники это военные, собственно, да, то есть, почему-то не били до этого момента. В пабликах разные ликования, уже говорят, это все боты, радуются, но на самом деле отношение к ТЦК в украинском обществе презрительное. Вместе с этим отделения ТЦК, областные, как в Полтаве сегодня, они находятся в городе, среди домов, и поэтому удары, понятное дело, опасны. В украинском марафоне уже говорят, что это такой план срыва мобилизации, но противнику ничего не удастся. Мобилизация продолжится. Лично я жду, когда покажут ТЦКшников, будут вызывать к ним жалость и говорить о том, что смотрите, по вам мирные бьют и по нам бьют, мы такие, как и вы. И это в пропагандистских целях будет использовать киевская власть. Но все-таки какая мотивация, почему именно сейчас эту кампанию, если это кампания, а не разовые случаи, начинает Россия? Что думаете? Ну, действительно, я даже у себя на Facebook-странице, да, когда листал ленту, увидел немалое количество людей, которые рукоплескали, причем людей именно украинцев, то есть не россиян, да, не с Москвы, не с Ростова, а с Киева, Житомира, с Чернигова, которые рукоплескали удару по ТЦК. Разумеется, в момент удара там могли находиться гражданские люди, которых насильно эти же ТЦК запаковали и привезли. Я очень надеюсь, что они живы и с ними ничего не случилось. Но удары по ТЦК вызывают у людей не сожаление, не жалость к сотрудникам ТЦК, а наоборот радость. Потому что за эти 3 года люди, которые, хотя их людьми уже тяжело назвать, которые работают в ТЦК, они заняты выполнением и перевыполнением плана. То есть у них чисто плановый подход. Ничего человеческого в этом нет. Мы неоднократно видим кадры, как женщины пытаются отбить мужчину от ТЦК, как они физически избивают, ломают руки, ноги для людей, которых они пытаются отловить на улицу, как они инвалидов забирают, как они там мужчину с поломанной рукой или ногой запаковали. А потом мы узнаем информацию, при которой там находят мобилизованного, которого увезли ТЦК в Николаевской речке, утопленного, да, и задним числом говорят, что он дезертировал, а потом утопился. Таких случаев очень много. И поведение ТЦКшников, а в особенности их руководителей, главных военкомов, как военком Борисов, например, в Одессе, который, да, по его опричники ловят людей на улицах, избивают и отправляют на передок, а этот негодяй виллы в Испании покупает и новые Гелендвагены. То есть ТЦК – это новая каста сейчас на территории Украины, такая каста, которая поднялась на боевых действиях, поднялась на войне. Они коррупционные схемы устраивают, они как рекетиры кошмарят народ. Если ты не хочешь, чтобы мы тебя сейчас отправили на фронт, когда уже поймали там мужчину, да, они предлагают отлистать денег. Там кто-то 2000 просит, а кто-то 10 тысяч долларов просит, в зависимости от того, какую персону взяли, да, в зависимости от платежеспособности того или иного человека. То есть мы прекрасно понимаем, что эти люди, они потеряли человеческий облик, и они заняты зарабатыванием денег на крови. Соответственно, и такое отношение в обществе к ним. А другого быть не может. Какой привет, такой ответ. Но все-таки, если рассматривать это как, давайте, определенный план, попытаемся взять, сыграть за обе стороны, да, за сторону Украины и за сторону Российской Федерации. Значит, начнем с Российской Федерации. Цель логична, да, усложнить мобилизационный процесс, потому что, давайте будем откровенны, это мы еще обсудим, с приостановкой любой помощи от Соединенных Штатов Америки, люди – главное оружие Зеленского, главное оружие противостояния в войне. То есть, сколько человек может заменить, например, одну высокоточную ракету, которую там остановили и развернули в Польше американцы. Да?
Ну, вот есть определенная там градация. Это, конечно, дело смешно, это, конечно, дело там передергивания, но тем не менее. Вместо одной там какой-то там ракеты, вот, пожалуйста, там, не знаю, там 100, 200, 300 человек. Какая разница? То есть плюс к вот этому, ну, пожарищу войны. То есть логика понятна. Но какая стратегия? То есть есть версия, что будет целая кампания по юго-востоку, центру страны, а западные ТЦК, ну, в общем, по ним бить не будут. Кто-то и в этом усматривается некий политический смысл. Что вы на этот счет скажете? И вот если брать там с такой точки зрения стратегической для России, в чем план, в чем замысел? Ну, честно говоря, тут можно много версий придумывать, но пока это единоразовая акция была, да, то есть мы не можем пока выстроить какую-то логическую цепочку. То есть это планомерно будет происходить, это некая стратегия действий Российской Федерации, там удары по всем ТЦК, будут ли они реально по юго-востоку, а по западу нет. Но ТЦК это ж не здание, то есть в первую очередь это не здание, это система, выстроенная киевским режимом, властью Зеленского. Это система, это коррупционная модель, это разные уровни участия в этой системе, да, от низшего до высшего. То есть вопрос ударов по зданиям ну, не решит проблему с ТЦК, это прям факт. Российская Федерация, если целенаправленно наносила этот удар в данном случае, то можем, в принципе, предположить, что это либо начало чего-то большого, какой-то большой акции, большой кампании, которую вы только что упомянули, либо же это такая некая проверка, зондирование почвы, да, как люди будут на это реагировать. Ведь прекрасно в России снимаются общественное настроение на территории Украины, видят реакции в социальных сетях, видят те же видеозаписи, которые люди выкладывают, поведение ТЦК, отношение к ТЦК, вот, видят даже на уровне государственной власти в Украине, что планируют там поменять форму для ТЦК, да, что военные на автобусах вешают надпись «Мы не ТЦК». То есть как бы отношение к ТЦК, в принципе, ясно и понятно. И вот сейчас проверяется, а как вот население будет реагировать на такие вещи. Ну, в данном случае население отреагировало больше позитивно, чем негативно. Опять-таки, мы пока не знаем, есть ли жертвы среди мирного населения после этого удара, но если будут жертвы среди ТЦК, я думаю, не особо кто-то огорчится. Ну, есть уже сообщение, что и среди военных, и среди гражданских есть жертвы. Называют двое погибших, 11 человек пострадавших. Но это предварительные данные на тот момент, когда мы с вами говорим. С точки зрения Украины, как это обыграть для украинской пропаганды, если встать на сторону Украины? Я думаю, они без меня хорошо справятся, да, как это обыграть. Но они будут опять говорить, что вот Россия нанесла такой удар, она хочет затормозить нашу мобилизацию, и нам необходимо усилить, мы сейчас покажем, поэтому люди, консолидируйтесь, смотрите, что они делают. Ну, здесь, понимаете, тут Ну, любая ситуация. типа Россия боится, что мы все как один, нашего Конечно, единства. да, Да. да. То есть Россия боится мобилизации. Тут вы правильно сказали о том, что у Зеленского действительно человеческий ресурс, простите за то, что так выражаюсь, у них так принято, да, человеческий ресурс, человеческий актив, вот, это последнее пристанище, то есть это последняя надежда на то, чтобы не выиграть. Речь ни о какой победе не идет и быть не может. Для того, чтобы оттянуть неизбежное, для того, чтобы протянуть этот год-полтора, о котором он говорил, да, то есть это последняя надежда, потому что действительно с учетом не просто уменьшения, с учетом разворота американской помощи, у него больше никаких вариантов не будет. И тут на арену выходит мобилизация с 18 лет, вопрос мобилизации женщин, да, а может быть еще поднять мобилизационный возраст. Как они там приняли законопроект, сказали, что, дескать, для всех, кто старше 60 лет, если он хочет, то вот теперь по закону он может добровольно пойти в армию. А до этого тоже добровольно мог пойти в армию, если он хотел. То есть ему ничего не запрещало. Вот если он там добровольцем, может пойти воевать. А тут они прям законодательную базу подвели. И вот у меня такой вопрос. Если будут пойманы люди в 60 лет, а у меня были знакомые прям в 22 году поехали на Западную Украину, и там нужно было по закону отметиться в местном там сельсовете, да, либо там районном совете, вот, что человек временно там перемещенное лицо.
Мужчине было 59,5. 59,5. Законопослушный человек. Он привез свою жену на Западную Украину, чтобы ее потом через границу отправить в Европу, а сам планировал вернуться обратно. Ну и какое-то время, там пару дней они остановились где-то в гостинице в Буковеле, если не ошибаюсь. Вот. И он пошел, отметился, и, и что вы думаете? Его запаковали и отправили. Запаковали и отправили. 59,5. Полгода. То есть и человек, ну, поверьте, не самых лучших физических качеств, да, и возраст как бы не соответствует там штурмовым бригадам, ну и, собственно говоря, и здоровье тоже. Поэтому это было повсеместно и было всегда. Сейчас эти вопросы будут только усиливаться. И Зеленский ставит действительно, делает ставку на человеческий актив. А люди, мы же видим, что люди не хотят идти погибать, не хотят воевать. Об этом и комбаты говорят, и добробаты, и по телевизору, и в личном общении, что добровольцы давно закончились. Сейчас это уже насильно мобилизованные люди. На 10, условно говоря, человек, которых мобилизовали, 8 насильно, да, 2 как-то там, ну, прям с трудом, но пошли. А 8 это люди, которые конкретно не хотят воевать. Ну и сейчас, разумеется, он будет делать на это ставку. Ну, долго не протянет. Год, полтора максимум. Вообще странная история с этой помощью. Я знаю, многие скептически относятся к тому, что сейчас Трамп развернул пакет американской помощи. Значит, есть прям список, сколько каких ракет. Ну, там и ПВО, и воздух-земля, и воздух-воздух. В общем, достаточно серьезная история. Гасит пожары Ермак, говорит, что мы работаем, мол, верьте только официальным источникам. Хотя пресса вчерашняя, западная, вся расписала, что это вот фактически выход Америки из войны и, в общем, все. Да? То есть сушите весла, как говорится. Но в том числе растет и скепсис определенный, потому что разные варианты рассматриваются. Ну, например, Европа может дать денег, и у Америки можно купить. Ну, вот то, что они развернули байденовское, да. С другой стороны, мы видим, что как бы, другие говорят, ну, подождите, ну, сейчас Зеленский сделает вид. Он же сделал вид, что он за перемирие и вот прекращение огня. Сейчас сделает вид, что он что-то как бы России уступает. Ну, как бы вот начиная вот эту риторику, Трамп посмотрит и байденовскую помощь вернет. Может, сам чего-то добавит, не добавит, вопрос. Да? Судя по всему, нет, но тем не менее. Ну, как элемент, как рычаг какого-то политического давления, чтобы условно перед третьим раундом, ну, тот же Зеленский был сговорчивее. То есть исключительно политическая акция, как было с спутником, который там, спутниковыми снимками, которые отключили там на 3 дня или сколько там, 3-4 дня, ничего не работало. Что вы думаете по этому поводу? Насколько сейчас реально, ну, потому что если так посмотреть по вот этому большому красивому Биллю, который там сейчас кампания проходит в Соединенных Штатах Америки, если посмотреть по претензиям к Кубе, по каким, ну, мигрантским вопросам, понятно, ну, вот, то есть, как себя ведет вот это отношение с Маском, да, там, вот это все. Кажется, что вообще заняты другим, но определенная же стратегия по Украине у Америки есть какая? Есть. Знаете, в разведшколах учат анализировать ситуации на 3 уровнях: оперативном, тактическом и стратегическом. То есть, если мы будем разбирать этот вопрос, ну, разделим его на 3 уровня, то мы видим, что, условно говоря, развернутая помощь – это оперативный уровень, да, который почему-то на данном этапе именно эта помощь не зашла. Тактический уровень – это вопросы давления на Зеленского. Вполне возможно, может быть такая ситуация, при которой Дональд Трамп таким образом пытается показать Зеленскому его место, и что без Соединенных Штатов Америки, ну, не просто победы, да, победы быть не может, а даже держаться киевский режим не сможет без участия американцев. И вот первый шаг сделан таким образом, то есть фигура поставлена на доску, что помощь, которую не просто мы вам не дадим помощь, а вы же просто представьте себе ситуацию, это происходит после того, как Зеленский встретился с Трампом и попросил у него дополнительную помощь. Не эту, которую еще Байден выделил, а дополнительную. И говорит, мы готовы заплатить, мы готовы проспонсировать американский ВПК, пожалуйста, дайте нам эту помощь. И после этого Трамп говорит, ну, я там, условно говоря, подумаю, да, он конкретики никакой не дал. Вот, и после этого он разворачивает. К чему это все? Да к тому, что Зеленского необходимо
принудить к миру. Но это на тактическом уровне. Если мы уходим уже на уровень стратегический, мы понимаем, что Соединенным Штатам Америки концепция, по которой действовал предыдущий президент и его администрация, сдерживание развития континентальной империи, да, посредством использования Макиндерианского кольца, то есть, условно говоря, недружественных пояса государств вокруг Российской Федерации, сейчас деактуализировалась. То есть для Соединенных Штатов Америки, конкретно для группы Трампа, нужны потепление во взаимоотношениях с Российской Федерацией, смягчение, то есть не такая конфронтация, потому что они все-таки готовятся к конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И если мы с этой точки зрения смотрим на ситуацию, которая сейчас происходит с Украиной, то мы отчетливо понимаем, что для Трампа необходимо выйти из украинского кризиса. Мы об этом говорили с вами, да, то есть, но ему необходимо сохранить лицо. Лицо он сохранил, сейчас непреодолимые условия обеих сторон, которые, не хотят и не могут между собой договориться. Это стратегический уровень. Американцы по-любому публично, политически выходят из этого конфликта. Вопрос остается, будут ли они продавать оружие Европе, а Европа потом это оружие будет передавать Украине. То есть заработки военно-промышленного комплекса. Этот момент может сохраниться. Но опять-таки это обсуждается, я уверен, обсуждается на уровне американской и российской делегации. В Москве не сидят люди, которые не видят. Да? Они понимают, что такая, раз мы с вами это понимаем, так они еще лучше понимают, что такая схема вполне возможна, что американцы могут публично откреститься от Зеленского, а потом через европейские компании заводить свое оружие. Будет ли Россия это отслеживать? Конечно, будет. Ведется ли об этом разговор? Ведется. Возможно, ведется разговор о том, что какая-то часть будет поступать, а какие-то системы вооружения, которые крайне необходимы для Зеленского, для Украины, да, они просто будут заморожены либо заторможены. Конкретно там с ПВО вопрос. Мы видим, что развернули там ракеты для систем Patriot. Это важный момент, это очень важный момент для защиты позиций, да, Киева. Сейчас это все разворачивается. Обсуждается ли это с Россией? Да, обсуждается. На тактическом уровне, возвращаемся с стратегического на тактический, Трамп может использовать ситуацию для того, чтобы давить на Зеленского, и чтобы он согласился на те условия, которые выдвинула российская сторона, конечно, может быть и такое. Я возвращаюсь к тому, о чем я говорю уже несколько месяцев. Для Трампа, в принципе, две ситуации подходят. Первая ситуация, при которой он просто выходит из конфликта и говорит: слушайте, они не могут между собой договориться, поэтому мы занимаемся другими вещами. И вторая ситуация, при которой он прогибает Зеленского, его окружение на те условия, которые выдвинет Российская Федерация. Но прогнет ли Трамп Зеленского? Опять-таки, я не хочу, чтобы сейчас люди, которые смотрят, подумали, что Зеленский – это некая независимая фигура, с которой там разговаривает наравне с Трампом, и его там кто-то прогибает, заставляет. Нет, просто вокруг Зеленского помимо США есть еще другие группы влияния. То есть американская, европейская условная партия войны, да, в которую там входят и Британия, и французы, и немцы отчасти, которая тоже имеет серьезное влияние на принятие решений. И он, получается, между молотом и наковальней. Да? Он пытается себе выторговать хорошие условия и угодить своим хозяевам. И тут вопрос, да, какой из двух пап более сильно надавит на Зеленского, да, и чью сторону он займет. Но я еще раз повторюсь, что для Соединенных Штатов Америки две ситуации приемлемы, при которых Киев просто отдается на откуп Российской Федерации. Решайте с ними как хотите. Хотят британцы вмешиваться вместе с французами, с немцами, да на здоровье. Параллельно с этим мы видим, что в Европе уже заговорили о создании некого военно-политического альянса, в который не будет входить США. То есть это опять-таки посыл в то, что американцы выходят из той конфликтной линии, которая существует по отношению к России. Британии это интересно, Франции это интересно, Германии это тоже интересно. Создадут они какой-то военно-политический альянс? Возможно. Будет он поддерживать напрямую или опосредовательно, да, режим Зеленского? Посмотрим, как это будет. Но я вам говорю, стратегически закончится все очень плохо для режима Зеленского.
Вопрос только времени. Он оттянет неизбежное на год-полтора и для себя выиграет люфт времени, чтобы доворовать недоворованное, да, но за этот момент сократится не только территория Украины, но и количество населения, а конкретно мужского, а возможно и женского, если будет женская мобилизация, либо же его продавят сейчас на мирное соглашение. Но я верю больше в первый вариант. Зеленский на мир сейчас не пойдет. Мгм. А, По поводу Макиндрианского кольца. Слушайте, а что с Азербайджаном происходит? Вроде как пошел конфликт на спад, или все только начинается и разгорается? Интересный тоже на самом деле момент, и его действительно можно рассматривать с точки зрения вот этой политики анаконды, да, которую описал очень хорошо Хелфорд Маккиндер, кстати, основатель британской геополитической школы. И, как мы понимаем, на Кавказе, в особенности в Каспийском регионе, а в особенности в Азербайджане, британские интересы уже много веков довольно-таки сильны. Понятно, что там в советское время они не участвовали, но существует мнение, что даже когда был основан Советский Союз, все равно оставались определенные линии Британии на Каспии и договоренности по сотрудничеству по нефтедобыче. Ну, опять-таки, это не доказано, это такие факты плавающие. Но, тем не менее, возвращаясь к сегодняшнему дню, интерес Британии в этом регионе серьезный, с учетом того, что у Британии есть очень тесные взаимоотношения с Турцией, да, вы не пытались выстраивать ось Лондон-Анкара, вот, заговорился еще до начала боевых действий, и довольно-таки неплохо, и Украина тоже входила как часть Восточной Европы, как выход в Черноморский регион для Британии, тоже входила в эту ось. Вот. И мы также понимаем, что Турция имеет не просто партнерские взаимоотношения с Азербайджаном, у них существует концепция «два государства, один народ». То есть это очень близкие братские народы. Турция является серьезнейшим геополитическим игроком в своем регионе. Разумеется, имеет влияние и на Азербайджан. То, что происходит сейчас между Россией и Азербайджаном, честно говоря, я пока не хочу наперед забегать, но очень похоже на британский сценарий для того, чтобы втянуть в конфликт с Российской Федерацией даже не Азербайджан как таковой, а именно Турцию, чтобы вбить клин. Но мы посмотрим, как это будет происходить. Это уже не первые попытки Запада рассорить Турцию и Россию. Вспомните, что было, когда убили посла российского в Турции, да, какие тогда и запрет на полеты был введен, и потом продукцию уничтожали, не поставляли там на рынки и прочее. Потом все наладилось, взаимоотношения вернули, выстроили. У Эрдогана с Владимиром Путиным очень тесные личные отношения. Более того, у Алиева с Владимиром Путиным тоже очень уважительные отношения. Если мы вспомним отца Ильхама Алиева, Гейдара Алиева, да, то они очень близки были с Владимиром Путиным в свое время и очень часто общались и коммуницировали. Поэтому сейчас идет определенная игра. Посмотрим. Многие заявляют о том, что Азербайджан пошел по пути Украины, и сейчас там будет выстраиваться антироссия. Я очень надеюсь, что Азербайджан при правлении грамотного президента, в отличие от Украины, от Порошенко, да, и Зеленского, Алиев, там можно к нему по-разному относиться, но он государственник. Он в первую очередь думает о будущем своей страны и своего клана в том числе, да, но тем не менее, как бы он клан ассоциирует именно с своей страной, в отличие от украинской компрадорской элиты. И сейчас в подбрюшье России создать еще одну недружественную республику, видя, чем это закончилось с Грузией, чем это закончилось и заканчивается с Украиной, я считаю, что у Алиева гораздо больше стратегического мышления, чем у многих политиков, да, чем у Саакашвили, Зеленского и Порошенко. Вот. Поэтому, может быть, какие-то точечные моменты, которые сейчас решаются на межгосударственном уровне, и, скорее всего, могут пойти на спад. Я, честно говоря, отказываюсь пока принять на логику тот факт, что Алиев может поддаться полностью британским провокациям, да, и не сбалансировать ситуацию, как он это привык делать, а пойти по конкретной линии, и причем находясь в подбрюшье России. Это смерти подобно для будущего своего государства. Мгм. Здесь, смотрите, Россия более-менее сдержанно себя ведет, хотя
как бы ответы и размены вот этими задержаниями. Ну, там, поймали, отпустили это в России, да, собственно, вот эти молодые ребята, ну, это тоже как-то смешно, да, когда граждане России, релоканты, которые бежали от мобилизации, внимание, 22 года, уехали в Азербайджан, ну, потому что это ближе к России, наверное, по менталитету и, собственно, удобнее, да. Ну, многие, кто-то бежал в Грузию, откровенно говоря, да, кто-то бежал в Азербайджан, кто-то в Армению. И это, в принципе, знаете, несмотря на то, что сейчас вот эта эмоция раздувается, то давайте будем откровенны, да. Это те страны, где россиян не отменили, и они себя там плюс-минус нормально чувствуют, хотя, конечно, бежать из дому это всегда тяжело, но обвинить их, что они агенты ФСБ, а эти агенты чего-то там пытаются подорвать Азербайджан, но это прям как такая забористая смесь, ну, очень забористая. Да и вообще Да, вот эта вся история с азербайджанскими ОПГ, а, ну, как бы при всем уважении, я, конечно, понимаю, что народ такой горячий, народ своеобразный, кланы, родственники, линии вот эти, да, которые там, ну, такой спрут, да, то есть они все друг дружку держатся. Это где-то хорошо, где-то плохо, но то, что прям государственную власть и государственную политику медиа менять, ну, какой-то дутый повод. И, судя по всему, вот тоже мнения расходятся. Одни говорят, что это действительно как бы путь на раскол, другие говорят, что здесь что-то вот замешано немножко иное. И как бы вот вы отмечаете на британский интерес, да, но есть версия, она, правда, очень эксклюзивная, не знаю, кто-то скажет фантазии и глупости, что это как раз-таки ровно для того, чтобы Алиева там условно где-то посчитали своими, и условно такой троянский конь Путина вот в эту среду, да, прозападную и радующуюся, когда Россию отменяют, когда там... Почему такой вывод, такой эксклюзивный, очень необычный, да, альтернативный? Да потому что мы видим, что Трамп снижает уровень санкций для российских компаний. Нет, это не отмена санкций. Это речь идет о сирийском пакете, где включены определенные банки и компании. И по сирийскому пакету, это сейчас тренд, Сирию все как бы признают, да, и в Европе, и в Америке, но там исключены, ну, вот определенные ограничения. Короче, в транзакциях там, по ядерным объектам, в транзакциях по другим операциям, то есть есть послабление санкций, не ужесточение, а послабление. Получается, что, ну, такое очень, это может быть очень интересной комбинацией Путина и Алиева. Ну, а Зеленский, который позвонил Алиеву, выглядит как-то глупо, если это, ну, мы берем на веру и придерживаемся этой линии. ну, вполне может быть и такая ситуация. Я бы не вводил ее в конспирологическую часть версии, потому что, ну, на уровне коммуникации и на уровне игры, на которой привык играть Владимир Путин, да, и Алиев тоже не уступает, в принципе, во многих моментах в опыте, да, там, государственной деятельности. Понятно, что это совсем другие масштабы государства и совсем другие масштабы геополитической игры, разные уровни, но, тем не менее, опыта у него хоть отбавляй. Может ли такое быть? Конечно, может. Вполне себе допускаю. Но есть очень серьезный риск для Алиева, да, что он может заиграться в эту игру, потому что могут те же британцы потом подхватить волну внутри азербайджанского общества. А сейчас просто вспоминаем, где такое было, это для зрителей, да, что один, так сказать, пророссийский президент, который очень близко работал с Российской Федерацией, часто ездил туда, говорил на русском языке, вот, а потом в какой-то момент начал евроинтеграцию проповедовать вместе со своей партией на территории одного чудесного государства. Проповедовал это для того, чтобы Россия дала ему скидки определенные по энергоресурсам, по углеводородам, чтобы подешевле газок продавал. Вот, и он качал, ездил в Россию, говорил: слушайте, вот если вы не дадите нам скидку, так мы пойдем в Европу. А потом, собственно говоря, с ним встретились, пообщались, пообещали ему определенные там уступки, таможенный союз и прочее, да, и он вернулся и сказал: слушайте, никакого Европейского Союза, это все плохо, глупо, мы не будем сейчас экономическую часть подписывать, ее необходимо доработать, нам нужны деньги для адаптации. То есть вернулся в адекватное, прагматичное русло.
А население уже не хотело адекватности и прагматичного русла. А западные спецслужбы вместе с внутренней фронтой сделали Майдан. И вот вам 13-14 год в Украине. Чем Да, это закончилось? захотелось кружевных трусиков, Да, захотелось да, захотелось себе европейских пенсий по 1000 пенсий. евро. Да. Конечно, кавы в Видне. Так вот такая ситуация может быть и с Азербайджаном, если господин Алиев, хотя у него опыта-то побольше, чем у Виктора Федоровича, да, управления страной и там пониманием ситуации, но если он заиграется, потому что в Азербайджане клановая система, и там присутствует не только клан Алиева, и уверен, многие другие кланы, которые отодвинуты от управления государством, с удовольствием бы вместо Алиева зашли в эти ниши. И я уверен, что британская разведка с ними работает и общается. И вот эти вот кадры по телевидению, что вот там Россия такая, вот раньше не замечали, а сейчас начали замечать там боевые действия на территории Украины, подавать это там прям с виной России. Дальше то же самое начали говорить об каких-то исторических угнетениях азербайджанского народа. Мне это напоминает украинский сценарий очень сильно. А потом, что вот если бы не азербайджанцы, то Кремль бы даже не построили. Это тоже в Украине тоже подобные версии были, что если бы не украинцы, то России бы не было, и там совка бы тоже не было, и все бы развалилось, еще не начавшись. Украина там во главе всего. Собственно говоря, подобные тенденции раскачки общества могут просто перейти за определенную черту, после которой его не удержат. Ну, с И другой тогда стороны, Алиев... Александр, Да. послушайте, тут еще тоже мы читаем, да, по разным пабликам, что Азербайджан придумал Ленин. Вот эти, как бы это находит отражение, вы понимаете? И тут действительно очень тонкий лед. Просто мы почему здесь остановились? Ведь это очень важно для перспективы именно Украины. Прецедент неимоверный. Вот просто... И судя по всему, это вот, знаете, как вот вы тоже так упоминали, вот первый удар по ТЦК. Как бы не совсем первый, в начале недели был такой удар, все как бы, там прилетело рядом с ТЦК, вывернуло просто взрывной волной, там машины, в общем, люди, там вот это вот ТЦК окна. Там все спустились в убежище, никто не пострадал. Сейчас конкретно есть погибшие и раненые. Это вот такой, это уже как бы второй раз, это уже вряд ли случайность, то есть мы понимаем, что есть какой-то план. Но здесь тоже очень важный момент, когда у Ануфрия из Украинской православной церкви отобрали паспорт. Это начало большого пути, большой кампании по не просто там уголовные дела, преследования, какие-то там международные розыски, санкции, да, которые штопаются, уже как бы люди уже так смотрят на эти санкционные пакеты, уже прям некоторые говорят, что ой, как хорошо, что меня внесли в санкции, а тут там столько приличных людей накопилось за последнее время, да, что как-то неудобно без санкций. Это так, черный юмор, конечно, на самом деле ничего хорошего в этом нет, если объективно посмотреть. То есть мы видим, да, дела, госизмены лепят, санкции вводят. А сейчас уже паспорт отобрали. Причем так очень интересно, что тема паспорта Ануфрия, она же была в 23-м году. У него спрашивали, он говорит, да, был паспорт, но я отказался. Почему был паспорт? Потому что Советский Союз, прописка у меня российская была, потому что я учился там в духовной семинарии где-то. То есть эту тему сам лично Ануфрий коммуницировал. То есть прошло условно там 1,5 года. Тут как гром среди ясного неба, все. И вчера в обращении Зеленский, тоже какая-то странная история, не называя по фамилии, он об Ануфрии высказался, да, о том, что вот смотрите, люди мы не дадим, чтобы там участвовали в российской истории. Стилистика знакомая. Я помню, вводил санкции против Арестовича, он тоже его не называл, и как бы вот так вот выпукло, объемненько, да, было понятно, о ком и в какой день это было обращение. То есть, получается, мы на пороге массового, тотального, не точечного, а вот такой прям кампании по отъему украинских паспортов. Причем поводы могут быть абсолютно надуманные. У человека может не оказаться никакого второго паспорта в принципе. Но это такое, это не просто окно Овертона, это уже действительно какая-то губительная штука. Как прокомментируете лишение паспорта Ануфрия?
Да, это начало серьезного процесса, на самом деле. Вы сказали там отъема паспортов у населения. Я сразу вспомнил, как в «Золотом теленке» было 400 вполне легальных способов отъема денег у населения. Так вот, у Зеленского отъема свободы и отъема гражданства у населения. На самом деле, то, что он сделал по отношению к блаженнейшему митрополиту Ануфрию, это просто выходит за грани всего, не только за грани законности. Я уже молчу о Конституции, о 25-й статье. Конституция на паузе, да, нам это объяснили. Нет Конституции в Украине. Есть право сильного, то есть не действуют никакие законы. Есть только обязанности, прав человек в Украине не имеет. К этому необходимо уже привыкнуть. И сколько бы мы ни ссылались на законность, мы к этому вернемся еще. Когда режим пойдет, к этому вернемся, потому что будут международные суды, будут подавать в суд и на Зеленского, на его окружение, на его режим за нарушение прав человека. Вот. И поверьте, все, кто подаст, все выиграют, потому что они конкретно нарушались во всех случаях. То, что он сделал по отношению к Ануфрию, ну, во-первых, для меня, как для прихожанина на Украинской православной канонической церкви, это больно. Потому что блаженнейший митрополит Ануфрий – это на самом деле великий душа человек, то есть это порядочный очень человек. И он порядочно сам сказал, что у него был российский паспорт. Он, то есть это не скрывал, это не то, что они обнаружили где-то в шкафчике, в шкатулке, обнаружили. Да, если бы и обнаружили так. Да, если бы обнаружили, какое ты имеешь право лишать его гражданства? Ты ему этот паспорт украинский давал, что ты лишаешь его гражданства. Это прецедент. Это реально, это не окно Авертона уже. Это окно Авертона было недавно, когда это только начали обсуждать. Ну, опять-таки, недавно, это говорю, недавно, несколько лет. Потому что до этого уже лишали паспортов украинских политиков, бизнесменов, да, сначала обвиняли в госизмене, а потом лишали паспортов, либо наоборот, хотя это странно, если ты уже не гражданин, то кому ты можешь изменить, такой себе момент. А тут они запустили маховик, через который первого, вот в данный момент, первого человека провели сановника такого уровня. Это значит, что всех остальных просто щелчком пальца. Просто, если можно митрополита лишить гражданства, да, то что говорить о каких-то политиках, там, экспертах, бизнесменах, либо прочих, и журналистах. Их можно просто скопом внести, даже не рассматривать эти дела. Зеленский подпишет, там 100-200 тысяч человек будет лишена гражданства Украины. Запустил очень страшную систему. Опять-таки, после Ануфрия, после политических, лишат паспортов 6 миллионов украинцев, которые проживают на территории Российской Федерации и на территории так называемых недружественных стран по отношению к киевскому режиму. То есть там целый перечень этих государств, и они этот закон уже проголосовали. Там в первом чтении, если не ошибаюсь, да, закон о множественном гражданстве, а точнее об отъеме гражданства украинского населения. Тут много есть моментов. И я вижу в этом и электоральный смысл, электоральный подтекст, ведь опять-таки может быть ситуация, при которой режим Зеленского продавит на проведение выборов. Им необходимо подстелить соломку здесь и сейчас. Поэтому часть украинцев будет лишена гражданства. Каким механизмом они это будут делать? Как они будут это обосновывать, пока непонятно. Потому что Конституция это полностью противоречит. А мы понимаем, что по Конституция главный закон, все остальные подзаконы, законы и акты, они должны соответствовать. Но опять-таки возвращаемся к тому, что она не работает, Конституционный суд тоже на паузе и поддерживает, и адаптирует, поддерживает и объясняет все решения киевского режима так, как надо его верхушке. Что касается православия, да, и прочего, это не удар по верующим. Опять-таки, процитирую блаженнейшего митрополита Ануфрия, он неоднократно говорил такую фразу, что православие и христианство не один век поддавалось гонениям, и это только укрепляло веру, только укрепляло. Гонение укрепляет православие и христианство, а не уничтожает его. То, что Зеленский это хочет сделать, они это делают с 91 года, когда Филарет не получил московский престол и всея Руси, да, когда он проиграл выборы и решил создать свой патриархат в Киеве, высветил себя и создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата, то есть вступил в первый, в первый раскол, да,
после чего его предали анафеме. Потом эта тема поднималась неоднократно Ющенко, он привозил Варфоломея в Киев, если вспомните, дал ему, если не ошибаюсь, то ли доктора, то ли кандидата исторических наук в Киевском национальном университете, и просил его признать Киевский патриархат, то есть Украинскую православную церковь Филарета. Вот. Варфоломей долго водил его за нос, а потом уехал и сказал, что я вам ничего не должен. К этой теме потом вернулись при Порошенко в 2018 году, когда учредили ПЦУ. Здесь уже был замешан Байден, Помпео, да, и другие ребята серьезные из Соединенных Штатов Америки, которые эту тему педалировали. У них это получилось сделать, в этом случае уже этого Варфоломея продавили. Далее создали политическое образование ПЦУ, политическую церковь Украины. Вот. Потом в ней произошел уже раскол, уже кинули того же Филарета, но ребята просто молодцы. То есть они даже между собой, то есть раскол уже среди раскольников. И сейчас они, с того момента они пытаются отжать храмы, добить храмы, подрезали священников после того, как всякие кошевые, да, выступали по 1+1 и призывали, что московского священника, они говорили, да, ну, там не грех подрезать. После этого какой-то идиот пошел да ножом пурнул. Его, конечно, задержали, потом отпустили, но суть же в том, что это с центрального телевидения такие призывы были. Они это делают планомерно и целенаправленно. Они пытаются уничтожить каноническую церковь на территории Украины, потому что она несет угрозу их власти. Именно каноническое православие не дает им возможности полностью переписать историю, полностью перевести украинский народ на новый лад существования. Все-таки связь с прошлым каноническая православная церковь поддерживает и в душе, и в умах людей, которые являются ее прихожанами, это остается, как бы там ни пытались переписывать историю. Потому что, разумеется, они хотят это аннулировать. Я с вами, конечно, не соглашусь, что на православие это не повлияет. Это прямо повлияет на православие. Тогда вот эта московская церковь, московские попы, люди, получается, которые в системе Украинской православной церкви, они действительно стали московскими. Но только тут один есть очень нехороший момент. И почему там я говорю это выражение «окно Эвертона», потому что начали нести, ну, там, офисные каналы. В принципе, эти распечатки, они гуляли и раньше, в 23-м году, когда это комментировал Ануфрий, но это вроде как взяли как за подтверждение. Справки из реестра Российской Федерации о получении паспорта российского. Они там хранятся, и там вот смотрите, там вот подчеркнуто, типа паспорт действителен. Соответственно, гражданство действительное. И это, ну, как принимают как, ну, на веру, все люди смотрят, о, действительно, смотрите, там паспорт. Но тут очень важный момент. Если ты, как бы, Ануфрия лишаешь паспорта, то есть там, например, разные там журналисты типа Казариных, да, которые получали паспорта. Есть Шефир, недавний официально первый помощник президента, потом который тихонечко в лес ушел. Причем их там два братья, Шефиры, да, которые вместе с Зеленским делали сериал «Сваты», другие там, «Слугу народа» в том числе. Они вот это все делали вместе с ним. Вся их путь вместе прошел. Там брат немножко начал возмущаться в Германии, сидя, отойдя от дел. Да. Ну, это не тот Шефир. Да. А вот тот, который был помощником, у него же тоже гулял российский паспорт. И ровно такая же справка, такая же распечатка. То есть мы не знаем. На самом деле эта распечатка не демонстрирует наличие гражданства у человека. Это демонстрирует, что был выдан паспорт. Если паспорт выдан, то он выдан, я не знаю, как в России, нет информации, на сколько лет. Да? Это не вот эти ID-карточки, которые выдаются там условно на 10 лет, потом надо их менять там, да, ну, это новая система. А это те годы, соответственно, паспорт выдается надолго, если не навсегда. Поэтому, понятное дело, этот паспорт действующий, система остается, в системе остается. Но таким же макаром, простите, попадают ближайшие сородичи и по творчеству, и не только по творчеству самого Зеленского. Вот поэтому это такая достаточно очень интересная прецедентная штука. Но кто-то же задаст вопрос по поводу других лиц, которые находятся в этом реестре, у которых был или есть действующий российский паспорт. Я не удивлюсь, что у Зеленского может быть российский паспорт. Почему нет? Он вел бизнес на территории Российской Федерации долгое время.
вот, владел имуществом и на территории Российской Федерации, то есть и его семья тоже, и вполне у него может быть российское гражданство. Я не удивлюсь, если он его получал еще в те времена. А то, что мы говорим сейчас о каких-то выписках, реестрах, послушайте, в эпоху постправды, в эпоху искусственного интеллекта, фотошопа и прочего, можно такие бумажки нарисовать, причем покруче, чем опубликовала СБУ. Потому что то, что они нарисовали, ну, простите, это делалось на коленке и делалось в попыхах каких-то. Они даже не удосужились какую-то более серьезную, внушительную доказательную базу создать. То есть они не удосужились это сделать. Сейчас можно сделать даже видеозапись, там, где Зеленский, я не знаю, там на коленях молится возле Кремля, причем здесь и сейчас в режиме реального времени. И не отличите, Зеленский это или его копия, созданная искусственным интеллектом. Поэтому верить каким-то бумажкам в наше время, которые публикуют, причем публикуют для того, чтобы нанести удар по тому или иному человеку, ну просто нельзя, просто нельзя. Я хочу, кстати, еще один такой вопрос поднять. У меня на территории Украины было два любимых спортсмена, которых я всегда очень сильно уважал, да, которые я считал показателем какой-то внутреннего мужества, которые не отходят от своих идей и взглядов вне зависимости от обстоятельств. Это был Василий Ломаченко и Усик Александр. Так вот, Ломаченко до сих пор остается крепкий парень, а Усик клялся в вере Украинской Православной Церкви, неоднократно приезжал к Ануфрию, говорил, что будет защищать Украинскую Православную Церковь и веру, не удосужился даже пост написать. Кто не верит, может зайти на его Facebook-страницу, специально перед эфиром проверил. Не удосужился даже словом обмолвиться. Хотя клялся в верности и вере. Ну, вот так вот происходит. Кто-то выбирает свои принципы, а кто-то приближенность к власти и деньги. Как-то так. Ну, у него следующий бой, третий уже с Фьюри, британцем. Понравилось, видимо, и Фьюри, и ему на апрель месяц. Ну, конечно, понравилось, Александр. По 160 миллионов долларов, да, каждый получает. Чего ж не понравится? О фронте. Так что, в Днепропетровской области война? Долго ходили, рядили, да нет, да, да вот подождите, да, это все неправда, это вражеское ИПСО. А там уже война. И село Дачное уже есть официальные там снимки, спутники, там ОСИНТ, вот эти подтверждения, что да, таки война. Но это же абсолютнейший удар по вот этим тезисам, которые звучат от Зеленского, от Сырского, что все хорошо, мы все остановили, все нормально. Там, в общем, особенно мне понравился Телеграф, да, The Telegraph пишет материал со ссылкой на украинских, ну, вот таких деятелей, высокопоставленных военных, говорит, все, наступление Российской Федерации летнее провалилось. Вы тут обмолвились о выборах, что вполне себе и вероятно, достаточно такой медийный, и Ануфрий, и другие вещи, которые там декларирует Зеленский, это вот расчет на какие-то выборы. И Стефанчук об этом говорил, да, о законодательстве. Но подождите, о каких выборах можно думать, когда у нас уже в зоне поражения и фактически противник на территории абсолютно области, которая не была, ее не зацепили ни с 2014 года, ни с 2022. Да, наконец-то заметили, ведь это уже, кстати, даже на территории Днепропетровской области перешли боевые действия не вчера и не неделю назад, а уже несколько недель назад. Но в Киеве всячески пытались от этого отпихнуться, отмахнуться, сказать, что это российское ИПСО все придумало, что нет там российских войск, а теперь уже, оказывается, есть. То есть, да, они же признают потом, постфактум, когда уже случилось что-то. То же самое там в Сумах. Не, Россия не продвигается, там мы стоим на рубежах, мы до сих пор, как там Зеленский говорил, ВСУ до сих пор находится на территории Курской области, когда уже российские войска вглубь Сумской области вошли. И он только тогда сказал, да, что все-таки с Курской области выбили ВСУ. Это все следствие гениальной Курской операции. И Днепропетровская область, и Сумская область, и Черниговская, и Харьковская, которые будут. Потому что именно после этого, после того, как были выбиты ВСУ и другие подразделения украинской армии
с территории Курской области Владимир Путин заявил о создании буферной зоны. Причем буферной зоны, в которую войдут около, сколько там, 3-4 областей. Да? То есть это Черниговская, Харьковская, Сумская, теперь мы понимаем Днепропетровская, и, может быть, и дальше. Другие же, там, например, какие-то западные эксперты, да, Рахман, если не ошибаюсь, писал статью о том, что Одессу будут брать, и что вот Российская Федерация нацелена на Одессу. Вполне возможно. Пока это не озвучено. Пока вы видите, как президент России делает заявление аккуратно. Мы не планируем брать суммы, но если так получится, да, если нас вынудит, тогда будем брать суммы. По поводу Одессы он только говорит, что это самый красивый город на Земле. Такие легкие намеки тоже бросая на это. Но опять-таки военные эксперты говорят о том, чтобы взять Одессу, необходимо взять Кировоградскую, Винницкую область, Николаевскую область. То есть еще очень долгий процесс. Поэтому то, что там на Западе прогнозируют, что это будет сделано здесь и сейчас, вряд ли это будет сделано здесь и сейчас. А если есть такие планы, то да, но это очень такой длительный и трудоемкий процесс. Причем, опять-таки, можно сделать поправку на то, что если не будет никакой помощи западной, я имею в виду американской в конкретном случае, именно разведданных, денег и оружия, да, будет европейская, и Америка не будет поставлять Европе, если так будет, то тогда фронт может просто рухнуть. Может быть, может обрушиться фронт, Россия может просто усилить давление, увеличить количество человек в составе вооруженных сил Российской Федерации, усилить техническое наполнение, и тогда может прорваться фронт. Да, такая возможность есть. А с учетом того, что Россия до сих пор не перешла, что бы там ни рассказывали, на военные рельсы, 6,3% ВВП всего лишь тратится на оборонный комплекс. А я хочу для зрителей сказать, что оборонный комплекс Российской Федерации не ограничивается исключительно украинским конфликтом, да, а имеет более широкие масштабы и объемы, то на конфликт в Украине тратится еще меньше, то есть в процентном соотношении. Если Россия увеличит, то тогда фронт может рухнуть. Понимают это в Киеве? Я думаю, понимают. Но надеяться на какое-то чудо и надеяться на то, что вот-вот они еще смогут год-полтора продержаться. Год-полтора это не Лазарев придумал, это Зеленский говорил, что вот я считаю, что еще год-полтора война будет длиться, а дальше я хочу подорожувати. Это он говорил. Но я думаю, что если так дела пойдут, то подорожувати он будет с одной колонии в другую. Как-то так. Приходит интересный такой аспект. Телефонный разговор Зеленского и Трампа по поводу заморозки военной помощи и поставок из Соединенных Штатов Америки может состояться завтра, сообщили нам Financial Times. Они отмечают, что дата разговора еще может быть перенесена. Зеленский также намерен затронуть тему будущих закупок вооружения. Слушайте, так а что там... подождите, а правда, это вы так подметили? А вот если действительно так подумать... Так, а какой итог встречи совсем недавней на полях саммита НАТО Трампа и Зеленского? И фотографии показывал, и каким-то образом... слушайте, это получается провал? Это не просто провал. Трамп перед тем, как с ним встречаться, он сказал, что это хороший парень, но у него очень большие проблемы. Очень большие. Поэтому я встречусь узнать, как у него дела, как он собирается справиться со своими проблемами. Но после встречи с Трампом оказалось, что у парня проблемы выросли пропорционально к тем, которые были раньше. То есть, учитывая то, что произошло после встречи, да, после просьб Зеленского дать оружие, продать оружие, Трамп развернул то, что должен дать был еще Киеву Байден. Поэтому я считаю, что итог встречи не просто провальный, то есть он, скорее всего, был на уровне, знаете, то есть Трамп, наверное, ему сказал, что либо вы соглашаетесь на эти условия, которые сейчас есть, либо я умываю руки, и дальше вами занимаются там британцы, французы, кто угодно, но не Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что Зеленский подумал, что с ним дальше играют в 95-м квартале, дав конкурс капитанам КВН, что с ним шутят. Трамп показал ему, что он не шутит. Он не шутит и шутить не собирается, потому что он не будет интересы своего государства, своих бизнес-партнеров менять на интересы Британии либо Зеленского. Не будет, и все. Он об этом прямо сказал. Он показывает всем своим видом свое отношение к Украине и к Зеленскому. Это колония.
Это колония, об этом сказали на саммите НАТО. Это просто, прямым текстом назвали, маски сбросили, что это колония, да, которую там Соединенные Штаты Америки очень долго грели. А теперь они думают, как с этого достать какой-то материальный гешефт, который можно потрогать и предъявить американскому обществу. Если нет, слушайте, продавать мы ничего не будем. Либо так, либо никак. Играть с Зеленскому, с Трампом не получится. Трамп не заинтересован в этой игре. И Трамп это не Макрон, там, не Мерц, не Стармер, да, которые вот такие, да, ни туда и ни сюда, то есть, которые не имеют субъектности. Президент Соединенных Штатов Америки имеет такую роскошь и может себе позволить принимать решения, в отличие от тех, которые находятся во Франции либо в Германии, которые вынуждены эти решения сначала согласовать с кем-то. Ну, а конкретно там кто-то с Ротшильдами, кто-то с Америкой, да, кто-то с Британией. Ну, такая история. Друзья, подпишитесь на Лазарева, ссылка на телеграм-канал, на YouTube в описании к этому видео, поставьте лайк этому выпуску и напишите в комментариях, что думаете. Ну, такой финальный штрих нашей сегодняшней беседы. Слушайте, а что с Тихановским происходит? Это какой-то... Нет, ну, понятное дело, там меняется сознание, меняется там тюрьма, там все дела. Ну, несчастный человек. Выходит там на митинге, какую-то там Олю зовет, то какую-то, говорит, говорит, меня готовили, Закормили. 2 года двойную пайку давали, потом начали творог, там, творог, жир, масло, там, вот это все, там, если бы меня не откармливали, сейчас бы я вышел бы, это был какая-то дичь просто. А потом, когда он начал сам свою фамилию скандировать на площади европейской страны, ну, это... Ну, донаты собирать, 200 тысяч евро ему нужно для того, чтобы, собственно, ударить по Лукашенко. Сразу вспоминается вот этот лозунг «Притули, цей день настав». Ну, то есть, там давайте. Есть же в этом какой-то смысл? Не кажется ли вам, что Лукашенко, ну, наверное... Ну, как это все трактовали? Приехал Келог к Лукашенко и типа вот, смотрите, Лукашенко хочет быть как Путин ради контактов с американцами, вот выпускает злостного ненавистника политического оппонента режима. А мне кажется, почему-то, глядя сейчас на Тихановского, что американцы вообще даже знать не знали, тем более сегодняшние американцы, кто такой Тихановский и что там вообще. Им вообще по барабану и фиолетово, что там в каком-то году были протесты в Беларуси. А это Лукашенко сам его выпустил, а потом еще выпустил 14 человек, а потом еще и 16 выпустил. Ровно для того, чтобы современная дурь их была видна. Да, и причем это просто комедийный персонаж на самом деле, Тихановский. Мне кажется, что Александр Григорьевич, у него очень хорошее чувство юмора, да, и он сейчас сидит и просто угорает, простите за это выражение, когда смотрит на выступление Тихановского и на его женушку, президентшу, которая рядом стоит, глаза в пол опускает и думает, зачем вы его выпустили, так все хорошо было. Вот просто... Он может показать сейчас, что может показать? Я думаю, белорусы это и сами видят. Просто зайдите в интернет и посмотрите, типа, что могло бы быть с вами, если бы свергнули Александра Григорьевича. Вот это. Именно вот это. Вот. А Тихановская, которая поднялась конкретно на том, что ее муж сидит в застенках там КГБ Белоруссии, и его не отпускают, и она теперь такая баллотируется, чтобы выпустить всех политзаключенных, чтобы там справедливость в Белоруссии навести. Так сейчас концепция разрушилась, получается. Выпустили Тихановского. Зачем тогда Тихановская? То есть у нее теперь печаль и тоска в глазах. Теперь не она первая скрипка. Скорее всего, ей было бы лучше, если бы он там до конца своих дней просидел. Но тут Александр Григорьевич малину и для нее подпортил. То есть получается ситуация, при которой действительно дурь всякого видна, особенности сумасшедших, которые пытаются рядиться на белорусскую оппозицию. Лукашенко сделал очень грамотный шаг, я в этом просто уверен. Уверен, что американцы, в лице там Келлога, Трампа, да, и прочих людей, представителей республиканской линии, смотрят на те проекты, которыми занимались демократы, и просто смеются. Потому что это конкретно проект демократов. Вот да, и все. Да, Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое.
Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.